лицом это интересно, это необычно, это когда ты видишь себя каждый день почти. И есть такой эффект, мы его назвали эффект близнецовства. Это когда тебе люди делают поблажки, интересные вещи, просто потому что ты одинаковый, к тебе подходят на улицах. Нам очень помогало это эффект близнецовства, когда мы, допустим, с документами какие-то вопросы решали в Америке. И вот как-то все, без очередей иногда получалось, люди как-то к окну подходим и документы раздавать, и нам как-то все сразу такой, вы близнецы. А для них это что-то сверхнеобычное, это такой вау-эффект. А мы всю жизнь живем, и мы к этому привыкли. То есть как бы мы иногда одеваемся одинаково, даже не потому что там специально, а потому что нам просто нравятся одинаковые вещи, одинаковый стиль вещей. Две категории людей на самом деле. Одни говорят, что мы очень похожи, другие говорят, что мы вообще не похожи. Мы считаем, что мы похожи. Мы на своих детских фотографиях всегда себя отличаем. Кстати, да, мы детские фотографии не можем отличить. Я вот смотрю на свою фотографию, я не понимаю, где я, а где Глеб. И родители тоже путали. Отец там зовет, подойди, и он особо не фокусирует свое внимание на том, кто ты. Он может сказать: Глеб. Я говорю: я Стас. Он говорит: тьфу ты. Да, вот это у меня был такой: тьфу ты. А можно, наоборот, иногда смеяться. Там мать говорит: Стас. Я говорю: я Глеб. Она говорит: фу, я говорю: ну я на самом деле Стас. Да, мы тоже так часто. Она говорит: типа, прекращай. Что нас реально расстраивает, это то, что мало очень близнецов, которые что-то делают вместе. Обычно они все разрознены и занимаются своими делами какими-то. А нам кажется, что если близнецы вместе что-то делают, или два брата, или две сестры, неважно, там, двойняшки, мне кажется, у них тогда успех в жизни будет больше и быстрее. Какая-то консистенция силы, тем более если близнецы. Типа тебе прям рядом дали человека, с которым можно что-то делать. И вы всю жизнь с ним росли. А всех, кого мы встречали, всегда люди либо на разных работах, либо на разных вообще там городах. Кто-то женился, кто-то не женился. Вы вообще даете личное пространство каждому? Конечно, мы, когда приехали в США, мы жили 2 года вместе в одной квартире. Ну, сначала была студия обычная, потом мы взяли по-русски это двухкомнатная, ну это two bedroom. Вот, у каждого была своя спальня, ванная. Вот это уже стало новым уровнем. Нам стало себе позволять по комнате. Нам стало спокойнее. А потом, когда мы переехали в другой штат, мы каждый сняли по квартире. И теперь у нас у каждого свое личное пространство. И мы просто встречаемся, работаем. Или по интернету. Каждый занимает. Иногда мы даже не видимся несколько дней и просто созваниваемся по интернету. Все нормально. Хотя у нас квартиры прям рядом. У меня вот номер 1, а у него номер 2. У нас нет такого, что мы ругаемся, есть такое, что мы активные и бурные идеи обсуждаем. А чтобы прям ругаться, мы одинаковые, там, может быть, лицом, ну и то не для всех, но вот характер у него свой, какие-то взгляды свои. Ну, по характеру в основном все отличают, спрашивают, когда, чем вы отличаетесь, я говорю: ну, вам судить, не мне же судить. И они потом, когда больше общаются, начинают говорить, что по характеру. Потому что я более спокойный, а Глеб более вспыльчивый, может быть, так, ну, если сравнивать нас. Вот, и он, я бы сказал, такой же, как я, но вот в некоторых таких аспектах немножко другой. Может, там, любитель конкретики, например. Как я тоже, в принципе, но он иногда прям может докапываться до нее. Вот если есть дело, его надо сделать. Я знаю, что он возьмет его и сделает. Он не будет там искать что-то, не будет врать, что он там попозже. Просто если он говорит, что я не хочу делать, он скажет: я сейчас не хочу это делать. Если он говорит, что я сейчас это сделаю, я знаю, что он пойдет и сделает. Минус близнецовства, который я заметил, это в детстве родители часто дарили один подарок на двоих. Типа, у вас день рождения, вот вам что-то одно. Когда люди не разделяют двух личностей, они берут и оценивают как одну личность. Допустим, если обиделись на Глеба, да, за что-то, то автоматически недолюбливают меня, потому что я на него похож и потому что я его брат. Это, кстати, тоже неправильное отношение людей. Если один человек виноват, они начинают думать, что двое плохие. Так. Дети вон фоткаются. Им по 9 лет, они уже фоткаются, как будто им по... Ну это жесть. Прикинь, в нашем возрасте такого не было вообще. Мы все в детстве в дворах бегали и войнушку играли. С деревяшечками. Мы жили в Самаре. Улица Нагорная, промышленный район, для тех, кто поймет. Там были дома двухэтажки, построены еще после войны сразу теми же людьми, кто там и жил. И там была ванна на кухне, у нас была ванна на кухне. И туалет — это просто маленькая отдельная комнатка. Извиняюсь за подробности, но когда ты сидишь на унитазе, ноги упирались в дверь. Кто был побогаче, они, короче, ставили душ-кабину
на кухне, либо как-то обстраивали отдельное пространство. А кто совсем побогаче, у тех были пластиковые окна. Да, это пластиковые окна, это считалось богатством Но в этом районе. Там никаких перспектив. Да, вообще, и У там, нас там ребята- все на заводах, в армии или алкоголики. А еще у нас был магазин рядом, и там водку разливали, на разлив продавали. Мы когда еще в университете обучались, первый курс, мы ходили в 7 утра на остановку, чтобы уехать. Они уже стояли, как на посту. Стояли и ждали водку свою. А когда мы приходили обратно с университета часа в 3, они лежали уже. Они лежали. Плашмя. Родители, они друг с другом не разговаривали, живя в одной квартире 10 лет. И отец спал в нашей комнате на матрасе. Это просто морально тяжело, когда ты вот, и все, кто жил в однушках, они, наверное, поймут, что это такое. И плюс у нас отношения как бы всегда напряженные были. То есть дома, по факту, всегда была напряженная обстановка. И поэтому хотелось меньше находиться дома. И мы, кстати, когда в институте учились уже в СамГУ, там был студенческий клуб «Гулдаунс», и там работала женщина одна, которая заведовала этим клубом. И она как-то раз... Да, Светлана, она как-то раз говорит такая: я поняла, почему вы здесь. Не потому, что вам здесь прям супер хочется находиться, вы просто, говорит, домой не хотите возвращаться. У меня нет никакой злости. Я вот всегда говорят, у вас там злость и агрессия. Если я рассказываю правду, это не значит, что у меня есть злость. Просто так было. И Просто некоторые... это, в детстве, не то, что в детстве, в институте, в 11 классе, мы стеснялись этого, мы никому не рассказывали. Люди, которые жили всегда в хорошей, нормальной семье, у которых были вот эти вот ужины совместные, да, там, семейные, они вообще не, они нам просто не верят, то, что у них картина мира другая, они вообще не понимают, но так есть, бывает и хуже. То есть мы жили в постоянной нужде. Вот, наверное, к вопросу о том, что нас заставило развиваться. Нужда. Вместо того, чтобы тратить, там, допустим, 6-5 лет жизни на улучшение себя, я, брат и многие, кого я знал, они тратят на то, чтобы проработать свои старые установки, на то, чтобы убрать все вот эти вот негативные мышления, и только потом они начинают развивать. Вместо того, чтобы просто вот вырасти в нормальной, в полноценной семье, где у тебя сказали, что вот от алкоголя вредно, деньги это хорошо. Деньги это хорошо. И он вырастет такой: окей, пошел дальше. У тебя все получится. Но нет, мы вырастаем, мы начинаем сначала переделывать свое мышление, и потом только у нас... Еще в процессе этого роста мы часто в обучениях с таким сталкиваемся. Очень популярно, что мешают развиваться именно близкие люди. Родители, семья, брат, там, бабушка, дедушка, муж, жена говорят, что у тебя ничего не получится, ты ничего не достиг. Спасибо. Это прям очень Мои популярно. любимые родственники, какая поддержка. Мы предприниматели, и как мы себя называем, и у нас бизнес через интернет. Мы занимаемся образовательным проектом «Будь лучше сегодня», который направлен на то, чтобы люди получали знания, и благодаря полученным знаниям и практике этих знаний становились лучше каждый день. Проект мы придумали 3 года назад, в 2014 году. Тогда жили в Мексике и думали, чем нам заниматься и как нам решать наши вопросы в жизни, которые у нас образовались в России. И поначалу это были просто вебинары бесплатные, потом это были вебинары там платные за очень дешево. И люди постоянно спрашивали о том, как что-то сделать. И когда мы людям давали знания, ну какие-то, там какую-то подсказку, какую-то рекомендацию, мы понимали, что это не особо эффективно, потому что это, то есть для нас это не система. Жизнь — это система, которую нужно сделать эффективной, вот как мы говорим. Из любого бизнеса, из любого дела, которое человек делает, нужно создать систему, которая регулярно, периодически тебе дает результат. Кто больше всего вам навязывает цели со стороны? Я пока перечислю вообще, кто это бывает. То есть, понятное дело, это окружение, наши самые близкие родственники какие-то, это могут быть коллеги по работе, это какая-то реклама, которую вы неосознанно смотрите и не анализируете, и просто берете и покупаете то, что вам надо и не надо. Ну и, соответственно, средства массовой, я сейчас называю это лжеинформацией. Вот мое рабочее место, это вот я где провожу все времени много, то есть неважно, там стол-стул, но в основном перед ноутбуком и... Ну, как бы, большую часть дня я так и сижу. Ну, сейчас такой век, наверное, я не знаю, у нас все сотрудники, все на удаленке. Я считаю, что это такая определенная свобода, поэтому мы обучение перестали через интернет проводить, потому что можно до всех достучаться. Кто бы в деревне не жил, в какой бы глубинке вообще не находился. Конечно, первое время было капец как сложно.
Я все время боялся, что все будут, короче, все плохо работать. Но когда ты видишь, что люди любят то, чем они занимаются, они ответственно к этому подходят, они тогда начинают нормально работать, и у меня образовалось со временем спокойствие, то, что все нормально. У нас вот за 3 года работы вот 32 сотрудника, и не было такого, что кого-то мы прям уволили. Потому что я считаю, что уволить человека – это самое простое. То есть, типа, пошел, уволил. Все, человек не работает. А именно вот сделать так, чтобы он эту ошибку больше не совершал, пояснить ее и разобрать ее, чтобы человек после этого работал лучше, вот это круто. У нас вся работа поделилась как-то, опять же, сама собой. У нас так получилось, что мы делили все 50 на 50, да. 50 на 50, мы не совсем прям как коммунисты. Что-то он делает больше, что-то потом могу я делать больше. У нас такая тема, просто мы всю жизнь вдвоем. И все задачи у нас как-то распределяются по эффективности. У нас основная цель, чтобы задача была выполнена, и чтобы для ее выполнения нужны какие-то шаги. Что-то я делаю, и в это время делает что-то он. Мы занимаемся своим делом через интернет. И мы могли бы им заниматься в любом месте, что, кстати, дикостью является для многих. Если приехать в Россию, мы можем заниматься тем же самым абсолютно. Мы специально это делали, чтобы быть не привязанным к месту. Когда мы только начинали делать проект, люди нам писали, а кто тебе дал право проводить обучение? А я всегда говорю людям, покажите мне человека, который права раздает. Так. Я говорю, у меня есть официально открытая компания, есть товарные знаки на логотипы, есть патенты на обучение. В Америке? В Америке компания называется Twin and Twin Incorporated. Что переводится близнецы и близнец. Близнец и близнец. А образовательный проект называется «Будь лучше сегодня». И вот этот, грубо говоря, бренд, который мы и двигаем. То, что можно быть лучше прямо сегодня путем применения простых знаний. Когда обучение у нас проходит просто десятки тысяч человек, ты видишь, что в принципе проблемы у людей одинаковые, и они решаются также одинаково и легко. Системный подход. То есть люди все разные, все, конечно же, индивидуальные, но есть большинство различных полезных привычек, которые помогают всем. Человек сам строитель и кузнец своего счастья, и когда человек горит, у тебя что-то не получится, бегите от них как от чумы. Да, потому что мне кажется, это вообще нельзя таких людей слушать. Кто сказал, что ты чего-то недостоин? Это полный самообман вообще. Нужно окружать себя людьми, которые тебя поддерживают, которые тебя уважают, которые тебя любят и ценят. Хочется приехать на несколько недель в Самару, съездить в деревню, в русскую деревню, съездить и в баньку. В баню в русскую нормальную. Я считаю, что мы люди планеты, все, кто на Земле родился, и хочется в Россию приехать, чтобы посмотреть, что изменилось, чтобы повидать знакомых каких-то, чтобы съездить туда, куда не ездил еще. А вообще у меня мысли иногда возникают такие, что даже не то, чтобы смотреть, что изменилось, а скорее всего вернуться назад, чтобы, наверное, понять, как я изменился.